Всем привет! Сегодня у меня на обзоре KZ Caster, двухдрайверные проводные внутриканалки с функцией аналоговой эквализации. Модель выпускается в двух версиях. Первая по заявлению производителя имеет хармоновскую кривую с более ровным и мониторным звучанием, а вот вторая версия также приближена к Harman, но с более ярко выраженной низкочастотной направленностью. Я решил купить басовый вариант, ибо мониторного звучания у меня было много и хотелось послушать уже что-то другое. Однако поспешу немного огорчить потенциальных покупателей. Все, что имеется в комплекте с наушниками, кроме них самих, я настоятельно рекомендую заменить, ибо использование стокового комплекта неминуемо приведет к разочарованию от звучания, а у наушников на самом деле очень хороший потенциал. Тем не менее, при использовании заводской оснастки заявленной басхедности даже при включении эквализации выжить не получится. И учитывая тот факт, что на данный момент компания все свои бюджетные наушники стала снабжать очень дешевым кабелем, я поспешил заказать последний отдельно. Ведь в большинстве своих моделей KZ использует двухпиновые коннекторы формата QDC, а именно такого кабеля хорошего качества у меня в арсенале на данный момент нет. В общем, по этой части мой выбор пал на провод QKZ T1. По отзывам штука хорошая и стоит вполне приемлемых денег. Кабель по факту оказался очень мягким. Он имеет прямой металлический джек 3,5 мм для подключения к источнику и те самые QDC коннекторы с приятными заушинами для использования наушников. Провод добротно сплетен и имеет низкий порог запутываемости. При этом он несколько тяжелее стокового кабеля. Оно и понятно, стоковый ну вот совсем ни о чем. Звук с новым кабелем сильно поменялся, разумеется, в лучшую сторону. В общем, после всех моих прослушиваний данный кабель я могу однозначно рекомендовать на замену. Тем более, что стоит он в районе 600 рублей. Что же касается стоковых амбушюр, то изначально нам предлагают пену. В коробке наушники идут именно с такими насадками. Лично я пену жалую не особо, а больше предпочитаю силикон. Оттого сразу заменил и это дело. К сожалению, коробочные амбушюры мне также не понравились. Хотя раньше со стоковыми КЗшными у меня проблем не было. Возможно, что по прошествию времени и в угоду удешевления отпускной цены ребята из КЗ решили и здесь сэкономить. В общем, насадки также под замену. Если же говорить о самих наушниках, то тут по сборке полный порядок. Внешне наушники выглядят дороже, нежели стоят. Их корпус состоит из двух частей. Лицевая сторона выполнена из шлифованного в глянец металла, а внутренняя часть по классике KZ сделана из прозрачного пластика, сквозь который можно разглядеть все инженерные коммуникации. Сопла звуководов здесь пластиковые и прикрыты металлическими сетками. Одной из характерных особенностей конструкции данной модели является встроенный аналоговый эквалайзер, состоящий из 4 тумблеров. Эти рычаги имеют только два положения – включен и выключен. Для удобства их переключения в коробке с наушниками идет специальный инструмент, который внешне очень похож на сим-тул для смартфонов. Помимо всего прочего, в комплекте с наушниками положили и краткий гайд по этим фильтрам. Первые два рычага в активном состоянии будут отвечать за прирост низких частот, а активация третьего и четвертого позволит добавить середину с верхом. Скажу сразу, что это не бутафорские примочки, а реально рабочая история. Однако не стоит думать, что активация того или иного рычага способна в корне изменить характер звучания данных наушников. Да, эффект от этих переключателей определенно есть, но он лишь немного украшает изначальную заводскую настройку. В конструкции наушников используется двухдрайверная схема на двух динамиках. 10 мм отвечает за низкие частоты, а 8 мм за середину и верхушки. Вкупе с нормальными амбушюрами и кабелем этого уже будет достаточно для хорошего звучания. Тем не менее, используя встроенные фильтры, можно добиться некого индивидуального звучания, которое полностью будет устраивать именно вас. Лично я после всех манипуляций и различных комбинаций остановился на активации первых трех рычагов. В моем случае при таком положении наушники играют интересно, басовито и, что немаловажно, чисто. При всем при этом в связке с моим Hi-Fi плеером Hibi R3 Pro Cyber мне даже не потребовалось использовать встроенный эквалайзер. Таким образом, при использовании данных наушников даже просто со смартфоном при должном уровне настройки и кастомизации можно добиться хорошего звучания, не прибегая к помощи сторонней обработки. Тем более, что и по своим характеристикам наушники прекрасно смогут работать с телефоном без каких-либо внешних цапов. Диапазон поддерживаемых частот составляет от 20 до 40 тысяч Гц, чувствительность
чувствительность басовой версии находится на уровне 103 дБ, а импеданс имеет интервал от 16 до 20 Ом. Если же говорить непосредственно о звучании, то в целом мои ожидания оправдались. Оно теплое и приятное, с легким приростом по низам. Единственный момент, как я уже успел отметить, супер басхедными даже данная версия наушников не будет. Низкочастотная составляющая в стоке умеренная и тем самым не перекрывает собой более высокие регистры, что в свою очередь позволяет получить полное представление об имеющейся частотной картине в музыкальных композициях. Это, конечно, уже не мониторный звук, но при этом и не басхедный, так что получается примерно нечто среднее. И вот после всего услышанного мне как-то очень сложно представить звук в Harman версии, но если басовая звучит именно так, то скорее всего в первом варианте будет больше преобладание середины и верха. В любом случае данные наушники однозначно звучат дороже, чем они стоят, но это лишь с условием замены кабеля и насадок. Таким образом, в очередной раз я могу констатировать, что KZ снова удалось сделать что-то интересное в бюджетном сегменте. KZ Caster определенно мультижанровые наушники с хорошей стоковой подачей, но как сделать из них что-то индивидуальное, думаю, каждый для себя решит самостоятельно. К покупке я их рекомендую однозначно, очень многим они зайдут. Я же на этой прекрасной ноте, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до встречи в моих следующих обзорах. Пока-пока.